Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Так, я тут вижу, есть тайт, и знаете что, я хочу, наверное, выполнить тот челлендж, который мне заказали с морскими, то, что сделать не меньше 4 морских и, соответственно, обязательно керри морское. То есть, помните, это Медуза записывал ранее? Вот я хочу сегодня попробовать повторить этот челлендж и все-таки забрать топ-1, как хотел этого заказчик. Поэтому... Не знаю, получится у меня это или нет, поэтому держите за меня сейчас кулачки, все пожелайте мне удачи в комментариях, соответственно. Так что присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте подписаться, поставить свой лайк, оставить комментарий. Ну а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. И также, соответственно, на мой телеграм-канал подписываемся, все ссылки есть в описании под видео и в комментариях под видео. Тут я вижу, у меня уже 3 охотника со старта пришло. И кстати... Хочу обратить... Да что ж такое? Хочу обратиться к своему подписчику под псевдонимом Беннисон. Я твой челлендж выполнил. Поэтому жди, в скором времени выйдет ролик на канале. Как ты просил, Кунка готов. Катка будет эпичная, тебе понравится. Уверен на 200%. Как и всем остальным зрителям, я тоже уверен, что понравится. Да-да, если что, мне заказали еще один челлендж. Это челлендж с Кункой. Там мне полностью развязали руки. Делай, Саня, что хочешь. Топ-1 только. Принимаем только топ-1. Поэтому получилось у меня обалденную игру записать. Поверьте, такого даже вы не ожидали. Что там будет происходить? Короче, заинтриговал я вас, надеюсь. Ну а сейчас будем пытаться реализовать... керри морского. Тут есть тайт, и вот у меня уже есть сразу несколько идей в голове. Если получится, то я бы хотел, знаете, какую сборку сделать? Это 6 богов, 4 морских и керри тайт. Аганим, посох 3-го тира, драконий рог, мифриловый доспех. То есть все, как мы любим. Тайт с вечным станом, с кучей урона. То есть прям то, что доктор прописал. Контрится, конечно, эта сборка как 2 пальца об асфальт. Ну, я думаю, и вы без меня это прекрасно знаете, да? Вот, начинать буду с охотников, ну, потому что они идут на самом-то деле, очень даже хорошо идут, поэтому грех не начать здесь с охотников. Тут я предметы сразу буду рандомить. Спасибо, щит Капитана Америки, ну это то, что я прям хотел, сразу видно. Вот, так, а я ж могу, не могу, если я раунд выиграю, то я, соответственно, смогу выйти в 20 монет, но если не выиграю, то не смогу. Ну, логично, да, логика логичная. Я бы, конечно, мог сейчас снайпера поменять и продать 3 фигуры, я бы тогда вышел 100% в 20 монет. Не, ну тут я 100% не выиграю этот раунд, только если у меня вдруг охотники не решат там прокнуть миллиард раз. Только так. Ладно, блин. Ну, что ж. Надо выходить в уровень. Мне нужен 10-й. Ну, на самом деле, мне нужен даже не 10-й, мне минимум нужен 9-й уровень. Для того, чтобы выставить всю свою идею. Ну, не всю, конечно, но всю. И вот, я ж вам не рассказал. Тю. Короче, 2 идеи на текущий момент. 6 богов, 4 морских, керри тайтов. Вторая идея — это охотники. И, соответственно, керри Медуза. Снова керри Медуза. Да, бесполезный герой, да, слабейший керри в игре. Ну, потому что реально это слабейший керри в игре. Есть много керри фиолетовых, которые намного жестче, на которые ты прям хочешь видеть в своих сборках. А вот Медуза — это ну, не тот керри, которого ты хочешь видеть в своих сборках. Да, Медуза в 3 звезды, ну, ее очень сложно собрать. Она очень хорошо чистит любой спам. То есть против вас звери, Медуза отлично зачистит их. Против вас инсектоиды, Медуза отлично с этим справится. Против вас куча дубликатов, Медуза тоже может спокойно их забрать. Все будет зависеть от предметов. Это самое важное, что Медузе на самом деле надо очень много предметов. Прям катастрофически много предметов. И вот, знаете, в чем еще загвоздка? Намного проще собрать какую-то Марси, которая дает тебе 70% замедления с последнего своего тика. Это очень много. И вот та же самая Медуза, она просто такая, ну, я фиолетовый герой фиолетового тира, 4-го. Я в 3 звезды, но я не могу перебить Марси в 3 звезды. И это кринж. Этот герой, объективно говоря, это герой 3-го тира, но никак не 4-го тира. Потому что для 4-го тира она слишком дорогая, она слишком слабая. У нее и базовая атака маленькая, у нее даже вот это вот окаменение, оно не помогает особо. То есть, ну, очень слабый герой. Просто кратко, это очень слабый герой. Как по мне,
этого героя либо надо отнести с такими же параметрами, как сейчас в 3-й тир, либо же в 4-м тире, но бафнуть и базовую атаку. Окаменение, что ли, длительнее сделать. Больше бонус урона. То есть вот такое вот что-то. Ну, потому что герой сейчас, ну, не 4-го тира объективно. Как-то так. Ну, блин. Надеюсь, получится у меня реализовать все то, что я хочу. Надеюсь. Надеюсь и верю в это. Тут, конечно, уже у ребят со старта хорошие столы. И вот, знаете, тут загвоздка. Какие предметы для Медузы вот самые топовые? Да, вот давайте рассмотрим вариант с охотниками. Какие предметы для Медузы вот самые топовые? Ну, во-первых, МКБ, потому что если будут там уклонения у противника, а как мы знаем, что в 90% игр есть эльфы, и без уклонения, без МКБ ты, в принципе, ничего им сделать не сможешь, потому что ты с руки дамажишь, да? Второй момент. Нужны предметы на урон. То есть криты какие-то и тому подобное. И я напомню то, что вам нужны предметы на урон просто для того, чтобы Медуза хотя бы имела выше базовую атаку. Вот, кстати, я не знаю почему, но почему разработчики не сделают то, что все модификаторы атаки, которые есть в игре, они будут в эту массовую атаку встраиваться. То есть те же самые криты, взгляд АЗСа, МКБ и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть почему разработчики так не сделают? Тогда Медуза, ну вот, будет посерьезнее противник. То есть всякие там дебафы дезолятора, минус брони и тому подобное. Это было бы круто. Они ее явно этим не перебафуют. Все равно будет Марси, которая разорвет даже такую Медузу в легкую. Серьезно. Не знаю, ну, надо Медузу бафать, надо что-то с ней делать, потому что сейчас она максимально мусорная. Объективно. Максимально. Это даже не то, что я преуменьшаю. Это факт. Просто попробуйте на ней поиграть. И сами все поймете. И вот, кстати, по поводу этого челленджа, который с морскими, чтобы обязательно был керри морской. Сразу хочу сказать, ребят, это чисто на контент. Заказчик, барин, я это буду исполнять. И вот, соответственно, это чистая сборка для контента. Сразу говорю, в лобби она не работает. То есть на этой сборке как бы рейтинг не подымешь. Циферки не подымешь. Эти циферки будут максимально неподъемными для вас. Поверьте мне. Поэтому не пытайтесь играть, если что, на этой сборке. Я сразу вас откликаю от этого. Только если вам, знаете, там охотники идут с самого начала, Медуза прет, что не в себя. Только в таком случае можно будет еще попробовать реализовать Медузу. Но в всех случаях я вам не рекомендую на ней играть, ребят. Не надо. Ну, просто поберегите свои нервы. Я свои нервы не особо берегу. Вот у меня, чтобы вы понимали, предыдущий результат с Медузой, когда я в топ-2 залетел, ну, получился, наверное, с раза 10-го. И вот сейчас просто я предыдущий челлендж выполнил, и я такой, ну, хочу сыграть еще одну каточку, может получится что-то интересное записать, да? Раз у меня есть время, типа, можно попробовать записать. И вот я вижу, тут есть тайт в этой игре, я такой, ну почему бы не попробовать сейчас, да? Вот сейчас буду пробовать. Надеюсь, болт на 28 мне не вылезет. Ну просто именно через тайда играть намного как-то приятнее, с жестким прокастом, с аганимами, с драконьим рогом, посохом 3-го тира. То есть ты с помощью... ух ты, сюда. Это нам надо. Мне нужен еще один охотник, но этого охотника нету. Ролить ради него я не буду. И надо сделать себе сейчас помощнее стенку, потому что стенка объективно у меня, ну, как кот наплакал. Ну, просто очень слабая стенка. Меня выносят, в меня плюют. Как-то так. Я зарандомил реликвию. Почему? Потому что я хотел совершенно иную реликвию. Явно не эту. Я хотел реликвию яиц. Вот. Так вот. И тот челленджа мне надо было занять топ-1 место. Но я занял топ-2 места. И вот, может быть, эта игра будет топовая. И я тут тайдуху раскрою на 200%. Наверное, надеюсь. Да, Медузу там несколько патчей подряд бафали. Сделали ей скорость атаки 0.9 вместо 1.2, по-моему, или 1.1. Ну, что-то такое с ней сделали. Но, если честно, эта ситуация вообще не поменяла. Это в корне ситуацию не поменяло. 1.0, извиняюсь. Слишком я как-то ее перебафал.
у нее 1,0. Кстати, какая же сейчас жесткая ситуация. Смотрите, прикол. Я собираю охотников, да? И там есть противники, которые тоже играют почему-то на охотниках. Это закон подлости, отвечаю. Вот сколько игр до этого я сыграл. Вот, кстати, по поводу кунги. Я ж кунгу все это время пытался реализовать, выполнить челлендж, все такое. Спасибо тебе, кстати, за этот челлендж. Не знаю почему. Я считаю, это очень легкий челлендж с кунгой. Но настолько мне не фартило на этого кунку, что я потратил нереальное количество попыток. Я, наверное, вот чтобы не сбрехать. Но 10 плюс игр сыграл целенаправленно на кунке. Я пытался под магами, воинами, под драконами магами, под богами это все делать. Но не фартило. Ну не фартило. Ну ладно, давайте так. Я там буду рассказывать все эти эмоции, которые я там проживал, выполняя этот челлендж. И не буду спойлерить дальше. Просто все послушайте там. Но поверьте, та катка вас заинтересует на 200%. Так и вот, сколько я игр сыграл, к чему я веду все-таки? Охотников я даже вблизь не видел. Почему вы вдвоем собираете охотников сейчас? Что это за бред? Как это работает? Я этого не понимаю, серьезно. Ну хотя бы воин собирается, это хоть что-то. Потому что, ну вот, то, что воин собирается, это на самом деле какое-то проклятие. Потому что только я хочу записать охотников, сразу собирается воин. Как это работает? Черт его знает. Кстати, если бы здесь у меня было 6 охотников, скорее всего, я бы его забрал. Скорее всего. Но 6 охотников нет, поэтому, Саня, ты его не забрал. Ты получил болт на 28, поэтому... Я извиняюсь, у меня уже немного фляга течет. Так, знаете, потихонечку подтекает. Интересно, когда я соберу 6 охотников? Очень интересно. Очень. Наверное, никогда. Ну ладно, на самом деле у меня ситуация более-менее хорошая. У меня 76 хп, я 7 уровень, у меня стол пахнет бедностью. Ну, пахнет и пахнет, пахнет и цветет. Меня напрягает воин. Вот в этой игре мне понадобится, если воин будет жесткий, мне по-любому понадобится перчатка 5-го тира на чистый урон. Тут как бы вокруг да около не ходи, перчатка будет необходима против воина. 100%. Из плюсов, вот по поводу охотников, да, вот я их сейчас немножечко, скажем так, загнобил. А давайте все-таки вот поговорим по поводу плюсов. Раньше это была очень жесткая метовая сборка, которая просто собиралась и разваливала. Сейчас же, в текущем мете, это не жесткая сборка. Вот есть метовая Марси, шаманы, инсектоиды. Даже те же самые воины, они реально будут попроще, нежели сейчас охотники. Охотники могут быть хороши только в том плане, если они тебе со старта пришли, ты их апнул в 2 звезды и просто сидишь спокойненько себе на минстрике и всех сносишь. Вот только тогда они будут хороши. Даже если вы соберете их в 3 звезды, вам очень надо много предметов, хорошая стенка. То есть у вас должны быть вакуумные условия, чтобы этих охотников реализовать. Такие, знаете, вот прямо... Ну, их сжимает со всех сторон. Поэтому я говорю, что охотники сейчас точно не в этой мете. Раньше охотники были посильнее, намного посильнее. Потому что была та же самая Тракса. Да, сейчас можно тоже условно взять Траксу, собрать ее в 3 звезды через друидов. Или просто без друидов собрать ее в 3 звезды. Ну, ее соберете, найдете ей хорошие предметы. А если не найдете, то вылетите очень быстро. С таким треском вылетите, что ну его в баню. Вот. Я, кстати, видел, что там есть пак мертвецов, но я не хочу Траксу искать. Это тот еще геморрой. Ну его в баню. С размером с Юпитер будет. Поэтому я не хочу искать Траксу. Не сегодня. Траксу потом как-нибудь найду. Потом. Я помню за Траксу, если что. Помню за ТБшку. Я за всех все помню. За Энигму тоже помню. Просили Энигму реализовать, поэтому ТБ помню. Энигму помню. Траксу помню. Все будет, но не сразу, ребят. Разрабатываться не могу. И для того, чтобы вот ту же самую Траксу реализовать, нужно, чтобы пришел ранний пакт мертвецов. И желательно уже пик 2 было. То есть, чтобы у вас упало, допустим, на 3-м раунде. И вы уже начали хорошую нежить перероливать. И уже просто на темпе лютом разваливать. Я, кстати, хочу, если что, клевер найти. Понял, спасибо. Хороший клевер. Мне нравится. А как вам?
Я думаю, вам тоже нравится такой клевер. Вынеси, пожалуйста. Вынеси Хускара. Стреляй. Стреляй, как никогда не стрелял. Хорош, хорош. Хотя бы на ничью разменялись. Вот это я понимаю хорошо. Кунка. Слышь ты, падла. Я тебя когда пытался записать, ты мне так рано не приходил. Тебя даже близко не было. А тут ты так рано решил прийти, да, на 17-м раунде. Чтобы вы понимали, я Кунку нахожу, ну, минимум на к раунду 30-му, если не меньше. Точнее, если не позже. Тут, кстати, знаете, еще в чем минус огромный? В этой игре есть темпларка. Если соберут убийц, тип урона чистый, надо будет понаблюдать. Что-то я сейчас немножко прифигел. Тип урона чистый, что? Это не бред какой-то. Ну, ладно, не об этом сейчас речь, сейчас совершенно об ином задумался. Надо, кстати, 6 охотников сейчас поставить. Сейчас объясню, кстати, как охотники работают, кто вдруг забыл, там не помнит, ни разу не пробовал. Опа, чел там винстрик проиграл. Вот это вот печалька. Я так надеялся, что я, может, когда-нибудь у него там попробую чуть-чуть понюхать этого винстрика. Но нет, так нет. Нет, на самом деле хорошая мне ситуация. 8 уровень, 40 монет, 76 хп. Я даже неплохо держусь. Я думал, ситуация будет намного похуже. Так вот. Мне там писали в комментариях, что шлем Ареса это полная шляпа. Я с ним полностью соглашаюсь. Но у противника это не шляпа. Это лютый предмет, который... Точнее, это лютая реликвия, которая вот приносит вот такое вот чудо. Просто тролль на 7 уровне. Через шлем Ареса. Кайф. Естественный кайф. Ой, ладно. Давай мне Тайда тогда. Вот ему пришел тролль, а мне сейчас давать Тайда в 2 звезды рано. И Медузу в 3 звезды. Чтоб так вот, знаете, на одном дыхании легко и собрал их всех. А? Я считаю норм. Я считаю, это будет балансно. Так вот, как работают охотники? У охотников... при 3 охотниках у тебя шанс срабатывания синергии охотников 25%. При 6 охотниках у тебя шанс срабатывания 50%. И вот эти вот 25 и 50% клевер умножает. Кто вдруг не знал, самый лютый баф получается с помощью этого клевера. То есть ваша фигура намного чаще начинает активировать синергию охотников. Что вообще такое охотника и с чем они едят? Синергия охотников, она дает то, что когда срабатывает синергия, дополнительная тычка летит. То есть у вас одна тычка, потом летит несколько тычек. А если на вот эту вот летящую тычку, да, срабатывает снова синергия охотников, то у вас еще срабатывает синергия охотников. То есть, по сути, с одной тычки у вас может сработать очень часто синергия охотников. И вот там очень много дополнительных тычек. Раньше, кто вдруг застал такое время, была мантия короля. Очень жестко было собирать антимага под мантией короля. Там антимаг нереальный был. Собрал себе посох 3-го тира, агоним, мантию и что-нибудь просто на скорость атаки с кливера. Все. Твой антимаг это непобедимая машина, которая взрывает все и вся. Это кто вдруг это застал. И вот это прикольно на самом деле было. Ну, это было прикольно с мантией короля, что можно было бы много сборок реализовывать интересных. Сейчас, к сожалению, такого уже не увидишь. Может быть, когда-то разработчики вернут эту мантию короля, переработанную, усовершенствованную. Ну, такое. Так, шлем Ареса берем. Сейчас 9 апаем, на 9 начинаем ролиться. Почему? Потому что у меня стол очень слабый. Он реально пахнет бедностью. И мне надо начать ролиться, чтобы тупо усилить себя. Хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть надо усилить. 9 и погнали. Будем ролиться. А вдруг найдем что-то. Мне бы, конечно, еще реликвию яиц бы сюда, и было бы вообще 10 из 10. Я очень хочу реликвию яиц, чтобы максимально быстро собрать себе ту же самую медузу в 3 звезды. Вот.
По поводу вот предметов в Медузу. На самом деле все ситуативно, но ей нужны предметы на урон. Вы можете парочку предметов на скорости атаки взять. Да, вот допустим там молнии второго тира, палка первого тира и клевер. Вот эти вот 3 предмета и в принципе вам будет достаточно. Все остальные предметы вам нужны на урон. Так помимо того, что вам нужны предметы на урон, вам нужны еще и сейф предметы. То есть там бессмертие, БКБ, маска пятого тира. Ну, это сложно. Вот прям, знаете, рассказать топ предметы на Медузу довольно-таки сложно. Все очень ситуативно. Плюс на массовую атаку, если что, модификаторы атаки не распространяются. То есть условные те же самые, тот же самый дезолятор и предмет первого тира на минус броню, это не распространяется на тычки Медузы. И криты не распространяются на тычки Медузы. Это такой бред на самом деле. Почему так? Ладно. Погрустили и хватит, как говорится. Эх. Ну давайте я примерно попробую вам рассказать, какие топовые предметы, какие не топовые предметы. Там челу просто на 8 уровне 2 варлока, дух пятерка, он еще инсектоидов попытается собрать по-любому, исходя из того, что я вижу. Ну, начнем давайте с первого тира. На ранних стадиях игры какие предметы топовые, вот если играть через охотников. Ну, естественно, палка первого тира, клевер. Я, кстати, активирую сейчас шлемореса. Мне в любом случае надо искать медузу. Сейчас. В любом случае я чуть-чуть апну еще уровня и будет все хорошо. Ладно. Предметы первого тира. Это палка первого тира на скорость атаки, минус броня первого тира. Ух ты. Ух ты, что я вижу. Так, горного вождя мы берем вместо этого поставим. Вместо кунки. Вот так вот. Предмет сейчас закидываю медузу. Она в 2 звезды. С обалденной внешкой, кстати, у меня медуза. Что ж еще такого из первого тира хорошо? Ну, естественно, хп плюс 300. Неплохо. Плюс 5 брони. Неплохо, потому что, в принципе, охотники, они тонкие. Меч первого тира дает плюс 25 урона. Но вы не всегда его хотите брать. Больше приоритетно вы хотите все-таки брать это палку, минус броню и клевер. Манреген тоже неплохо будет смотреться, потому что будет окаменение. По окаменению медузы, если что, урон намного больше становится. То есть там это прям приятный такой бонус. Такой вкусный, приятный бонус. С помощью которого вы будете разваливать. Души, души, души! Задуши его чуть-чуть, пожалуйста. Чел на 10 хп играет. Ля какой. Так. Яйцо, здорово. Вот. Что еще такого сказать? Да из первого тира, по сути, ну, особо больше нечего говорить. То есть палка, минус броня, мана реген, хп плюс 300, плюс 5 брони, плюс урон и плюс медальон. Но самое топовое, как я считаю, это минус броня, палка, клевер и медальон. Все остальные предметы это полный шлак. Ну, плюс 300 хп еще можно там куда ни всунуть, ну, можно всунуть куда-то, короче. Из второго тира это, естественно, молнии, мана плюс 50, плащ-пальто, жетон отступника тоже 50 на 50, только если против вас есть даже те же самые охотники, либо морские. Во всех остальных случаях предмет бесполезен для вас, хоть он и дает урон. Арканцы, но арканцы на самом деле слабые, поэтому лучше плюс 50 маны. Тут чел, конечно, капец как големов наспамил своих. Боже. Инвокеры. Чтобы мне так всегда шли легендарки, когда они мне нужны. Да. Из третьего тира, что вот прям смотрится вообще вот вкусно. Из третьего тира что смотрится? Гиперстон, очищающая сфера, мифриловый доспех, потому что Медуза очень боится любого контроля, то есть всякие там безружие и тому подобное. Медуза уже начинает плакать кровавыми слезами. Дезолятор. Но дезолятор будет работать только по одной цели, это важно. Не по всем, а именно по одной. Поэтому тут надо смотреть, надо ли вам так этот дезолятор, да. Бусы. Наследие духа огня, я считаю, это такой
мусорный предмет, потому что вы потеряете синергию охотников. А медуза без охотников ничего и не может сделать по итогу. Так, ну я вижу, там есть дубликаты. Поэтому я возьму двойные клыки все-таки. Там есть чел, который играет на дубликатах. Плюс я сейчас получу урон с двойных клыков. Ну и буду эти дубликаты хавать по-быстрому. Так. Горного вождя я собираю не просто так. Горного вождя я собираю чисто для того, чтобы у меня был контроль. А так этот горный вождь мне вообще не нужен. Можно было бы, конечно, поставить 4 зверя, но я напомню, что у меня челлендж на 4-6 морских. И обязательно керри морской. И вот, кстати, сейчас немножко нюансов по поводу морских расскажу, которых я узнал совершенно недавно. И все-таки благодаря своему подписчику я это узнал. Я не сам к этому пришел, я это узнал от подписчика. Так, чел моего тайда стырил. На него пора писать жалобу. Ладно, быстро подводим по третьему тиру еще раз. Очищающая сфера, гиперстон, бусы, мифриловый доспех. Двойные клыки. Ну, 50 на 50. Дезолятор тоже 50 на 50. Наследник духа огня тоже 50 на 50. Ну, шар бездны, естественно, если против вас магия. Поэтому можете спокойно брать шар бездны, и все будет в порядке. Всех легендарок почти, кстати, открыл. Почти всех. Почти. На самом деле, я сейчас буду ролиться, пока у меня активна реликвия шлема Ареса. Потому что, по сути, на 9-м ролюсь как на 10-м. И сборка у меня уже, по сути, активна. То есть условия челленджа уже работают. У меня 4 морских есть, керри морской есть. Из 4-го тира что отлично смотрится под медузу? Ну, арчит, да. Но не приоритетно. Арчит это такая сомнительная тоже штука. Если арчит вам нужен, только в том случае вы берете арчит. И арчит на самом деле в охотниках сильный предмет. Потому что та цель, которая будет находиться под арчидом, все ваши охотники будут в приоритете бить эту цель. Имею в виду охотников дальнего боя. Ну и, соответственно, тот, кто будет в радиусе атаки из ближнего боя, то, соответственно, они тоже переключатся на эту цель. И по этой цели будет двойной урон идти. То есть арчит нужно знать, когда брать и когда он вам нужен. Второе. МКБ неплохо смотрится. Потому что 100% будете попадать. Плюс скорость атаки, плюс дополнительный урон. В принципе, вкусно, приятно, спасибо. Что еще такого? Кстати, зачем мне реликвия яиц, когда мне вот так вот яйца идут без реликвии яиц? Вообще пофиг плюс пофиг. Да. МКБ, арчит. Ну, естественно, если много контроля, то БКБ must have. Чтобы скинуть себя там арчиды те же самые, безоружие, хиксы и так далее. То есть БКБ must have. Да и из 4-го тира особо-то и брать нечего. Можно, конечно, еще взять рефрешер, но, если честно, двойное окаменение, оно редко когда сможет зарешать вам. Потому что чел, если не тупой будет, он поставит гритеров и все. Да и вряд ли вы доживете до той стадии, когда вы захотите брать рефрешер в медузу. Очень вряд ли. Я прям дико сомневаюсь. Но такая ситуация может быть. Ну, из 4-го тира... Ну, в принципе, все. Ну, башер 4-го тира еще можно подумать. Это если, допустим, против вас есть противник, условно, на антимаге, да? У него 3-звездочный антимаг, у вас есть башер 4-го тира, соответственно, антимаг подходит к медузе, получает в табло стан на 5 секунд, у него окно 2 секунды. И я уверен, что за 2 секунды вряд ли что-либо произойдет. Так что вот так вот. Тут, кстати, меня рыцари аннигилировали. Удивлен? Ни грамма. Ни грамма. Ни грамма. О, вот это булочка ко мне пришла. Вот это да. Вот это вот то, что нам надо. Его! Берем. Естественно, берем. Тайд имба. Вот с Тайдом сейчас игра может совершенно иными красками заиграть. Все, мне теперь нужно горного вождя в 2 звезды и медузу в 3 звезды. И тогда, может быть, что-то получится. Не знаю, может закинуть сейчас ману плюс 50 в Тайда.
А Медуза успеет все-таки набрать свою ману. Пока не буду там в стане находиться. Надо сейчас будет посмотреть по ситуации, как все будет происходить. А потом уже все остальное. Так, здорово. Чел играет на воинах через берсерка, кстати. Оп, станчик пошел. Горный вождь контролит сверху. Ля, как мы их разорвали. У меня горный вождь больше урона нанес, нежели Медуза. Просто горный вождь в одну звезду нанес больше урона, нежели Медуза. Да, это кринж. И, кстати, Винстрик сбил. Это камбэк. Все, это камбэк. Кстати, хорошо, что я взял двойные клыки. Как я и говорил, как я ванговал, чел играет на инсектоидах. Меня еще смущает то, что там есть темпларка. Темпларка может быть еще той заноза в заднице. Да. Ладно, по поводу 5-го тира. 5-й тир, смотрите. Маска 5-го тира, хорошо. Молнии 5-го тира, отлично. Плюс скорость атаки, плюс молнии, это, соответственно, нормальный такой спам. Криты, хорошо. Кираса тоже неплохо зайдет, потому что плюс броня, плюс скорость атаки и минус броня. А охотники в целом хлипенькие все. И в принципе эту Кирасу можно будет закинуть условно у того же Тайда. Он будет принимать всех все на себя и плюс минусовать броню в радиусе. Ну и давать вашему радиусе броню. То есть тоже неплохо будет. Рапира, кстати, можно взять рапиру. Даст много урона, но надо рапиру знать, когда брать. То есть если у вас есть защитные предметы, то рапиру мы можем взять. Ой, я сообщение пропустил. Привет. Зря. Короче, я что-то мимо ушей пропустил. Ой, мимо ушей. Мимо глаз пропустил это сообщение. Не стал ему писать, что я пропустил. Напишу, что забыл. Хотя он это на записи увидит. Если, конечно, эта катка удачная будет. Ну, короче, если что, я случайно пропустил мимо глаз. Если второй раз ты не написал, я не, не увидел бы. Спасибо, спасибо. Так я сейчас... Так это, прикиньте, насколько сейчас это жестко. Я записываю морских, Кири Морского, играю на охотника, и мой подписчик играет на охотника. Жестко? Я считаю, не то слово жестко. Хороший предмет у него в снайпере. Надо будет сейчас под него ставить героев, чтобы законтролить его по полной программе. Что еще хотел сказать? А, я ж не договорил по поводу предметов 5-го тира. Передаю привет. Не буду прочитать. Ну, короче, передает привет какому-то Алексею. Потому что могу неправильно фамилию прочитать, там, перековеркать, поэтому... Не буду так делать. Вот. Если что, прочитай. Обезьяна в 3 звезды? Ты серьезно? Иди бананы собирай. Что ты тут делаешь, трехзвездочная обезьяна? Это проблема. Если бы у меня не было... Нет, жить. Сдохни. Нет, пожить хочу. Ой, хорош. Еще и Винстрик забрал. 1 хп ему оставил. Вот это огромная проблема, то, что там собралась обезьяна. Чтобы эту обезьяну законтрить, мне нужно будет 9 охотников ставить. Да ну опять вот это вот начинается. Какая-то киберкотлета там собирается. Вот с 3-звездочной обезьяной. Сейчас вы понимаете? Он с этой 3-звездочной обезьяны может спокойно камбэкнуть. Если ему повезет по предметам, то он эту игру может спокойно камбэкнуть, потому что эту обезьяну будет невозможно вынести. Она всегда будет в контроле держать своей палкой. И его можно будет только вынести с помощью 9 охотников, потому что он тупо не сможет подойти. И все. Ладно. Мы не договорили по поводу предметов 5-го тира. Насчет рапира. Рапиру мы берем только в том случае, если у вас есть защитные предметы по типу там бессмертия, наследие духа огня. Вот тут наследие духа огня неплохо зайдет. Даже несмотря на то, что у вас энергия охотников не будет у вас, потому что будет рапира и куча урона с руки. Но тоже этого может не хватить. Потому что, как мы помним, предыдущая моя медуза бабку 3-звездочную с рапирой не смогла душануть. Но мне, возможно, там по предметам не хватило. Но в любом случае не смогла. Вот так вот. Боже, у меня горный вождь в 2 звезды больше урона наносит, нежели медуза и все остальные мои охотники. Жестко.
Жестко. Ладно. 10 берем и после этого начинаем творить движ. 16 опыта осталось до 10. Ну, я думаю, я продержусь. У меня 36 хп. Единственное, меня напрягает, это инсектоид. Снайпер не работает. Ну, извини меня. Ты видел там противников против тебя? Это ж вообще жесть. Обезьяна трехзвездочная и все остальное. Снайпер на самом деле даже инсектоидов не тащит. Меня-то, скорее всего, он затащит. Или нет? Или нет? Или нет? Ладно. Я, кстати, бруду буду собирать. Можно было, конечно, поставить в действительности 4 зверя, потому что 4 зверя дадут мне немножко урона физического. Но, если честно, не хочу этого делать. Потому что... Не, ну можно на самом деле сделать себе 6 охотников, 4 зверя, 4 морских. Но будет ли тот профит? Я, если честно, не знаю. Сейчас, если эта обезьяна найдет себе еще и БКБ, либо же МКБ, то я не знаю, как контрить эту обезьяну. Будет тяжело. Ладно, пока что об этом нет смысла задумываться. А, я, кстати, переборщил немножко. Не 25% охотники получают на 3-м уровне шанс срабатывания второй тычки, а 20%. То есть их еще и порезали так жестко. Ну что ж. Здорово, инсек. Как у тебя дела? Тетюрка на 1 сантиметр меньше стала у тебя? Я надеюсь, она стала у тебя на 1 сантиметр меньше. Запомните, все, кто играет на инсектоидах, тот имеет тетюрку на 1 сантиметр меньше. Запомните. Я, кстати, его аннигилировал. Вот так вот. Вот надо поступать с инсектоидами. Инсектоидов нужно аннигилировать. Так, активируем сумку, поехали. Плюс 400 хп пока что поставлю. Мне кажется, это не ошибка будет. Ой. Насчет 5-го тира. Давайте все-таки быстрый короткий итог подведу. Маска 5-го тира. Криты. Молнии. Бессмертие. Рапира. Перчатка на чистый урон. Эти предметы хороши. Ну и кирас, соответственно, можно так чисто на сдачу взять. Поэтому нужно отталкиваться от ситуации. Нет гарантированных предметов, которые затащат вам игру. Все предметы, они отталкиваются от текущей ситуации. Вот, допустим, мне бы в этой игре двойные клыки вообще никуда не вписались. Но против меня есть инсектоид, поэтому двойные клыки мне нужно оставлять. Блин, ну, горный вождь, кстати, нормально так контролит. Еще жетон отступника вот тут хорошо зайдет. Какой шлак мне падает. О, а вот это на самом деле жир. Драконий рог — это жир. Можно и в Тайда будет запихнуть. И в Медузу запихнуть, если надо будет. Горный вождь так хорошо идет. А, кстати, камень Киры тоже может неплохо зайти в Медузу, если, соответственно, у вас отличные предметы под эту Медузу, что Медуза сможет в соло тащить все игры. Только при таком раскладе в Медузу можно закинуть камень Киры, сыграть через зверей. И зверей знаете каких? Вам нужно будет зверей делать следующим образом. Вам нужно собрать... Будет друидов, там Мишку, Инчу, еще 2 Кири, и скормить Медузе. И Медуза под камнем Киры, в принципе, неплохо себя будет чувствовать. Я сейчас взял криты, потому что мне нужен урон. Ну, у Медузы 230 урона на 2-м уровне, боже. 230 урона. Да, это жестко. Волшебников, кстати, если что, продаю.
который я купил до этого, чтобы сэкономить денег. Чел МКБ нашел, я тебя услышал. Все. Да, у меня есть контроль. Да, у меня все есть. Но у меня нет уклонения, нет урона по этой обезьяне. Я надеюсь, кто-то эту обезьяну выкинет быстрее, чем ко мне придет. Я, кстати, знаете что? Я драконий рог отдам сейчас горному вождю. Я более чем уверен, что горный вождь будет его долго держать в контроле. И пока он его будет держать в контроле, все мои герои вокруг смогут всех уничтожить и переключиться уже на эту обезьяну. Поэтому пусть пока горный вождь там стоит. На самом деле у меня 36 хп. Пока что. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтоб не сглазить, все идет более-менее хорошо. Это кто? Это рыцарь? Рыцарь. Ну, по идее, у меня очень много контроля. Типа, я этого рыцаря должен разорвать. Чисто реально, у меня горный вождь тащит. У меня все предметы керри находятся в медузе, но горный вождь меня тащит. Да? Это жестко. Ой-ой-ой, там темпларка еще в 2 звезды собралась. Так, минус рыцарь. Хорошо. Плюс тайт. Это круто, но не надо, спасибо. Знаю, 9 охотников надо собирать еще сверху, потому что мне он... Ну, мне эти охотники не пригодятся против обезьяны. Я на морских не смогу вытащить их. Как бы я там ни пытался, как бы и не старался. Не получится и все, хоть ты треснем. Ой, ладно. Может, кто-то его выкинет. Надеюсь, что кто-то его выкинет. Ой-ой-ой, тут инсект с инвокером в 2 звезды с аганимом. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А медуза у меня тоже сдохла. Вот это я понимаю чил. Но у меня чисто горный вождь тащит, серьезно. Хотя не, на самом деле 6400 урона медуза накидала. Она просто каким-то образом сдохла, непонятно каким. Ветром сдуло, что ли. Ветерок подул, юбку приподнял и все стянуло. Хотя какие там юбка, щупальца? Даже что я несу? Так, собираем потихонечку охотников. Надо эту обезьяну будет законтрить. Не знаю, может у меня получится и так ее законтрить. Надо ролить предметы. Я клевер скипнуть хочу. Надо бы рапиру найти. Ой, рапиру. Надо бы найти перчатку, либо бессмертие. Я беру посох. Я беру аганим. Знаете почему? Потому что это будет стан. Это море контроля. Но самое главное, я сейчас закинул горного вождя. Знаете почему? Потому что горный вождь будет в 6 секунд держать в контроле. Наносить много физического урона и плюс станы приятные. Поэтому у горного вождя аганим это оправданное действие. Плюс 6 секунд КД, ребят. Что такое 6 секунд КД? Причем там довольно-таки много этого урона прилетает, если что. Давайте душить ее уже, а? Бруда, накинь мисы. А, понял, накинула. Надо, чтоб обезьяна вылетела. Ну, дай медузу, либо яйцо. Пожалуйста. Не жлобись. Сейчас после мобов попробуем поискать еще. Наверное, после мобов я полностью сролюсь. Да, снайпер там тоже, конечно, жесткий. В 2 звезды... Ой, снайпер. Вертолет в 2 звезды. Под камнем Киры, под синергией зверей. Кстати,
может хорошо справляться против, по сути, всего, что только можно. Очень, ну, вот спам на инсектоидах, она должна, в принципе, он должен спокойно чистить. Урона много, урон есть, тычка массовая есть. О боже. Отвечаю, я надеялся на то, что мне упадет реликвия яиц, но этого не свершилось. Но хотя бы яйцо просто упало. Спасибо, хоть медуза в 3 звезды будет. Спасибо тебе большое. Не знаю, если обезьяну никто не выкинет, мне и медуза в 3 звезды не поможет. Да, у меня контроля много. Но толку от того контроля. Инвокер. Мне нужен еще один охотник. А на яйцо есть? Хорошо, пусть пока будет яйцо. Эти лишние фигуры продам. Какой огромный вертолет. Блин, он такой жирный, 800 урона еще имеет, массовую атаку, так он сейчас полностью отхилится за тычку. Ладно, ему сначала из контроля надо вылезти. О, о, дядя, ты как-то больно делаешь, если что. На тебе еще контроль от Тайда. Это чтоб ты не расслаблялся. Хорош. Не, горный вождь это имба. Тянет время, будь здоров. Отлично, у меня 27 хп есть. А тут чел 2 темпларки нашел. Ай-яй-яй. Но меня больше всего смущает это инсектоид. Инсектоид нереально огромный. Что с ним делать, не знаю. Не знаю, кристалмана плюс 50 может убрать и попробовать найти предмет 4 тира. Мне нужно БКБ, МКБ. Лучше всего, конечно, БКБ. Ну и МКБ мне надо, потому что там эльфы есть. Не, ну моих противников, конечно, столы я гребал. А, сейчас посмотрим, может что-то вылетит. А Безруш прилетел в медузу. Вот это уже неприятно. У меня просто всю грязную работу делает горный вождь. 12 тысяч урона молодой. Не убейте ее! Медуза тоже так-то жить хочет. Ой, он еще и форжейс заспамил в конце. Бруда. Ладно, вот так вот сделаем. А, кстати, обезьяна вылетел, прикиньте. Но, скорее всего, кто-то его башером 4 тира застанил, и все, на ФК ушел. Берем молнии. Плюс скорость атаки, плюс магический урон. Всегда хорошо. Вот просто вдумайтесь, у меня 3 предмета на урон. У меня в медузы 360 урона. Но зато контроля много. Плюс явно есть. Во всем нужно находить позитив. Будьте позитивчиком. Вот на самом деле тоже не забывайте эту фишку обузить с горным вождем. Потому что горный вождь под агонимом, он по сути держит в вечном стане. У него 6 секунд длительность, 6 секунд откатная способность. Плюс много физического урона. Если у вас еще и кираса сверху, то там урона еще больше. Так, медузу мы не бейте. Я понимаю, что там у вас арчит, все дела. Но давайте как, ну, договоримся. Хорошо? Кстати, если сейчас темпларку вынесу, то на одну темпларку будет меньше. Ее надо вынести. У нее 1 хп остался, надо душить. Давай, хорош! Минус конкурент. Все, остался вертолетик и инсектоид. Но меня может вынести инсектоид. Вот такой вот каламбур.
Вообще синергия Кира у него есть, там, посмотрите. На самом деле, инсектоид такое, ну, он сильный, но и слабый одновременно. У него какой-то Леша Варлок там вообще делает непонятного. Мне, кстати, 9 охотников не нужны. Все. Дальше придержимся челленджа. Яйцо, кстати, я заблокирую, пригодится. Надо будет сейчас 2 морских поставить еще сверху, чтобы у меня было 6 морских по итогу. Вряд ли мне это поможет. Но надежда умирает последней. Надо МКБ еще себе найти. А, кстати... Мне БКБ надо. Мне МКБ и БКБ надо. И, кстати, этот вертолет, он меня снесет. Потому что он сейчас за бессмертие мне просто аннигилирует. Бэмс, и все. Какая жесткая анимация, когда остается 10 секунд раунда. Просто такую черную дыру начал пробивать. Не знаю, мне надо сейчас БКБ и МКБ. Надеюсь, фартанет. Не знаю, Аганим, в кого засунуть Аганим? Может, пусть и дальше будет в горном вожде. Ну, прикольно он, кстати, сделал с вертолетом. Он на своем вертолете чистит весь спам инсектоидов. Чистит мой стол. Урона много. Ладно. Я оставил, если что. Блин, я ошибку сделал. Я, скорее всего, горного вождя не заберу. Ой, горного вождя. Маленького Рошана. Скорее всего, не заберу. Мне урона может не хватить, прикиньте. 12 тысяч хп осталось у него. Но у меня просто горный вождь держит его в вечном стане, и все. Вот из-за этого, скорее всего, могу его не забрать. Да, прикиньте, мне не хватит урона, походу. Давай, ну добивай, добивай! Ну какого хрена вы остановились? Ну хотя бы из рандомного сундука мне МКБ упало, хоть что-то меня радует. Реально хоть что-то меня радует. То, что с рандомного сундука мне МКБ упало. Это вообще аж 10 из 10. Не могла такая дрянь упасть. Ладно, короче, двойные клыки скипаю. Ну, возьму Кирасу. Да, возьму Кирасу. Плюс броня. Минус броня в радиусе. Надеемся, я не сделал ошибку. Все. У меня, в принципе, все. Ну-то посмотрим. Арчит. Ну давай. Давай. Инсектоид пришел с аганимом. Давай, 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 медузка, настреливаем, настреливаем с горным вождем. Давай, 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 давай. Души. Я задушил его. Иди сюда, мой сладкий. Все, инсека я задушил. Вынеси этого вертолета, и жизнь будет медом. Снеси его, говорю. Вот так, ветра. О, красавчик! Ой-ой-ой. БКБ, дай БКБ. Угу, понял, БКБ не будет. Я колечко тоже не хочу. Я бы хотел взять клинок тени. Клинок тени мог бы мне пригодиться. Дает уклонение, плюс скорость атаки. И ставим 6 морских. Все. Ну, пусть будет. Надо, наверное, зарандомить. Поехали.
Ладно. В принципе... он на инсектоидах... Ой, он на инсектоидах ошибку сделал. Лютую ошибку сделал. Но у него хекс там есть. Снеси его, снеси, пожалуйста, снеси. Снеси, 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 снеси. Просто, пожалуйста, давай, добиваем его. Гаси этого инсека. Несите дихлофос. Я буду дихлофосом вместо всех, вместо всего. Просто минус 19 инсеку. Сюда. Да. У меня получилось выполнить этот жесткий челлендж против вот таких вот столов, против таких противников. Но на самом деле, откровенно говоря, я не хочу сказать, что вот этот вот парень на втором месте вообще полное дно, но он вообще неправильно сыграл на инсеках, вообще. Ему надо было поставить просто несколько паучих, и под камнем Кира у него бы появлялось 3-4 инвокера, и он бы меня сносил бы подчистую. Но он этого не сделал. Он вообще какую-то... Ой, я вообще не знаю, что он сделал. Он мне просто подарил победу. Он должен был здесь побеждать меня. Я даже БКБ не получил, понимаете? Мне даже это БКБ могло не спасти. Но он просто мне подарил победу. Он неправильно сыграл на инсеках. Вот если бы он сыграл правильно. Единственное, что бы я здесь забрал бы, это венок. Сами знаете куда. Но я рад, я очень рад. Я выполнил это. Какая же была эта каторга, отвечаю. Это очень жесткий челлендж получился. Но я его выполнил. Как-никак. Я сделал. Спасибо, кто мне верил. Спасибо, кто пожелал удачи в самом начале. Но я его сделал. Хорош. Но объективно, честно говоря, если бы чел сделал бы себе просто инвокер, собрал бы себе паучих, хавал бы с помощью камня Киры вот этих вот паучих, он бы получал себе кучу инвокеров, и я бы вряд ли с медузой, без БКБ, даже с такими предметами, даже с горным вождем, я бы вряд ли забрал бы его. Вряд ли. Не, ну есть, на самом деле есть такая вот небольшая вероятность, что, скорее всего, я бы его забрал. У меня все-таки был горный вождь с Аганимом, который просто бы держал их очень долго в контроле. Плюс у меня был Тайт, который тоже накидывал свой стан, тем не менее. То есть, теоретично тут 50 на 50, но я почему-то больше верю в то, что он бы меня на своих инсеках, с грамотными инсеками, забрал бы. Ну, как я и сказал ранее, Медуза все-таки как Керри... слабенькая. Слишком, вот объективно, слишком много ей надо для того, чтобы себя реализовать. И вот, как по мне, чтобы она хотя бы достойна была звания 4-го тира, ей нужно добавить в ее сплэш-атаку модификаторы атаки. То есть, минус броня, криты, замедление и тому... Не, ну замедление, я думаю, работает со взгляда АЗСа. Потому что взгляд АЗС, по сути, на все работает. Но вот просто, чтобы модификаторы атаки встраивались в ее тычку, вот эту массовую. Тогда было бы норм хотя бы для фигуры 4-го тира. А так это фигура 3-го тира. Она очень слабая. И сделайте ей скорость атаки 0.9. Но она очень слабая, у нее нет такого урона с руки. Ну, возможно, там, давайте вот просто представим, что у нас вакуумные условия, у нас есть камень Киры, все дела. У нас 3-звездочные охотники есть, которых хавает Медуза. Вот Медуза с хорошими предметами, с камнем Киры, в принципе, может схавать их всех. В принципе. Но это все на бумаге. Это все надо проверять. Да и кто тебе в реальности даст собрать такое? Скорее всего, тебе не фартанет, тебе упадет какой-то хекс вместо камня Киры важного. Ну, как-то так. Не, на самом деле, на охотниках еще можно сыграть через зверей. То есть ты можешь поставить себе 6 охотников и 4 зверя. Звери дадут тебе немного урона. Плюс звери дадут тебе стенку. Ты собираешь там инчу, собираешь себе мишку. И вот у тебя уже стенка есть. Плюс у тебя будет Тайт, который контролит, Медуза, которая контролит. То есть урон, в принципе, может быть. И когда ты камень Киры, если достанешь, то, в принципе, с хорошими предметами на сейв и на отхил, и на урон, Медуза может заиграть себе и раскрыть. Потому что там у нее урон будет где-то около 800 стычки. Но тоже, вы просто вдумайтесь, какой это геморрой. Легче собрать Марси, правильно? Ладно.
Не будем растягивать дальше концовку. Что вы думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор на меня не подписан. Подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.